Пробуждение, просветление, осознание. Есть много разных слов, которые нагружены таким эзотерическим, так скажем, смыслом. Эти слова в том числе буду использовать я в своем подкасте, и я хочу сегодня поговорить о них простыми словами. Пробуждение — это то, с чего все начинается. Это момент, когда ты осознаешь, что есть в этой жизни что-то еще, что-то больше, чем просто цикл такой кармический. Родился, отучился, женился, что там, родил сына, построил дом, вырастил дерево, умер. Все забыл, и начинаем все сначала. И когда происходит пробуждение, ты понимаешь, что быть не может такого, что ты живешь только одну жизнь. Вернее, даже не то, что ты сразу понимаешь, что быть не может такого. Ты начинаешь задаваться вопросом: а что если мы живем не одну жизнь? А что если душа действительно возвращается из раза в раз в жизнь? А что если не обязательно забывать с каждой новой жизнью о том, кто ты есть, и весь опыт твоей души, прожитый в прошлых жизнях? А что если есть способ это вспомнить? И пробуждение — это момент, когда ты начинаешь искать эти ответы. В моем, например, случае, мое пробуждение случилось, когда мне было 14 лет, и для меня это было очень вынужденная, так скажем, мера начать искать ответы, потому что, как часто бывает и у многих, мое пробуждение было вызвано неприятной, очень болезненной, шокирующей правдой, которую я даже на тот момент не могла принять как правду. И я была подростком, и я начала осознавать, что я влюбляюсь в своих подруг, в своих одноклассниц. И это были первые годы 2000-х, и понятное дело, что была огромная стигма на то, чтобы быть гомосексуальным, и я просто не могла нормально с этим жить. Я вместе с осознанием своей гомосексуальности, с которым я вообще не готова была согласиться и как-либо иметь дело, пришло также осознание того, что если это действительно так, то это означает, что я никогда не буду счастлива, что я никогда не смогу быть нормальной среди нормальных людей, и что это уродство, что это отталкивающее. И это вынудило меня искать ответы. Я искала ответы, как так получается, почему это происходит со мной, и почему это не происходит со всеми остальными людьми, которые меня окружали и которых я знала, и можно ли это как-то исправить, а действительно ли это что-то такое безвыборное, или я могу это изменить, и правда ли, и не кажется ли мне это? Вот что было моим самым главным вопросом, который двигал меня вперед, который двигал меня в моем поиске. Это вопрос: а не кажется ли мне? Универсальный такой, да, согласитесь, вопрос. Так вот, пробуждение — это процесс. Он редко когда происходит в одночасье. Это чаще всего какая-то череда осознаний, провоцируемая чередой событий. Я знаю тех, у кого пробуждение было вызвано смертью близких, какими-то потерями, предательствами, резкими изменениями в жизни, как, например, резкое увольнение, и одновременно еще случаются какие-то перемены в отношениях, и человек просто понимает, что его жизнь больше не будет такой, как прежде, и ему больно. Вот, пожалуй, ключевое. И я не верю в то, что так должно быть. Я хочу, чтобы так не было. Я считаю, что так быть не должно. Но пока тот опыт свой и других людей, которые я знаю, он часто через боль, что пробуждение равно
а, болезненный опыт и равно поиск облегчить себе боль. И я начала свой поиск. В тот момент у меня даже не было доступа к интернету. Это был 2001 год. И все, что мне было доступно, это книжки в библиотеке. И мы тогда в школе проходили Германа Гессе «Степной волк», и меня безумно захватила эта книга. Я, честно сказать, сейчас уже даже не вспомню, о чем там была, ну, то есть был ли там сюжет, вот, но я могу назвать эту книгу такой тоже знаковой для меня, такой стартовой точкой. После Гесса было много литературы, был Оша, был Лапсан Крампа, был Нил Дональд Уолш, был Экхарт Толле. В общем, вся эзотерическая полка магазина «Путь к себе» в Москве. И много позже, уже в 2010 году, мой друг Виталик, экстрасенс и энергоинформационный целитель, подарил мне книгу Крайона. Крайон — это такая коллективная, собирательная сущность, которую ченнелил Ли Кэрролл. О том, что такое ченнелинг, я еще сделаю выпуск, чтобы, опять-таки, простыми словами рассказать о том, что это такое. И у меня в руках оказалась эта книга, и я тогда впервые встретилась с таким понятием ченнелинг, когда кто-то, кто не живет на Земле, кто не находится в физическом человеческом теле, через кого-то, кто находится в человеческом теле, передает информацию. И вот уже в 2010 году ченнелинг набирал обороты популярности, и вот Ли Кэрролл, соавтор этой книги, это была его не первая книга, он уже тогда выступал и вот издавал книги. Книга была о том, что нас ждет в 2012 году, потому что 2012 год был такой важной точкой в истории человечества. Все ждали конца света, так же, как и в 2000-м. Потом вот следующий, тогда не случилось, ждали, что в 2012-м таки случится. И эта книга открыла мне огромный мир того, что вообще-то можно напрямую при желании общаться с теми, кто на нас смотрит сверху. Я тогда еще не осознавала, что ченнелинг — это информация, которая не истина в последней инстанции, потому что историю изменения того, что происходит на планете Земля, творим все-таки мы, люди, находясь в человеческих телах. Ангельские сущности, вознесенные мастера могут лишь давать нам свою перспективу, помогать нам проходить этот путь просто своей любовью и поддержкой, своей мудростью, но они не могут предсказать будущее, они не знают, какой выбор мы сделаем. Они могут видеть, так скажем, тенденции, вероятности, но выбор делаем мы. И они могут нам, опять-таки, помогать и направлять нас сделать правильный выбор, не в смысле диктовать свою волю, а в смысле помогать и напоминать нам к себе прислушиваться, к своему сердцу, к своей душе, выстраивать связь со своей душой, чтобы творить свою историю, свою жизнь. Так вот, просветление — это то, что происходит много позже. Это то, что происходит в результате вот этого поиска ответов, истины. В какой-то момент в процессе поиска ответов и истины ты приходишь к тому, что никаких нет внешних источников, у которых есть для тебя твои ответы. И ты понимаешь, что все твои ответы, они только внутри тебя. И это тоже одна из частей просветление, осознание. Я не очень люблю слово просветление, я использую слово осознание, и осознание — это такой как будто бы ивент, как будто бы событие, которое как будто бы должно вот произойти, и вот раз, и
больше не будет так, как было прежде, да. А осознанность — это более... это процесс. И вот я люблю все-таки использовать слово осознанность, потому что, опять-таки, вот в моем личном опыте не было конкретного дня осознания, вот такого просветления. Такое случалось в истории, это случилось, например, с Буддой, который тут же, осознавшись, просветлев, выскочил из тела, потому что, когда происходит осознание, главный вопрос, который задает себе душа, находящаяся в теле: а зачем здесь оставаться? Я все поняла. И отличие нынешнего, сегодняшнего времени в том, что мы, наши души, пришли сюда, в эту жизнь, в эти человеческие тела для того, чтобы, осознав, просветлившись, продолжать жить. Потому что многие вознесенные мастера, кто вот так вот ушел в скором времени, не все уходили так же мгновенно, как Будда, но никто из вознесенных мастеров не продержался больше, чем несколько месяцев в человеческом теле после просветления, осознания. И многие из них сейчас ведут нас, помогают нам, и говорят даже о том, что они сожалеют о том, что они так быстро ушли из тела, но тогда был другой мир, тогда материя была еще плотнее, еще тяжелее была жизнь, а сейчас просто такое время, когда этот эксперимент просветлиться, осознать и остаться в теле, он стал возможен. Так вот, что такое осознание? И что такое просветление? То самое супер нагруженное слово, которое есть во всем New Age, во всей эзотерике. Просветление — это простое осознание, что я есть то, что я есть. И я долго не могла понять, что это за игра слов такая. Я есть то, что я есть. Я есть то, что я человек. Я есть то, что я женщина. Что значит то? И мое осознание этой фразы произошло, когда я шла по пути Сантьяго год назад, даже чуть меньше, это было в прошлом июне. У меня наконец-то финальный кусочек пазла лег на место, когда я, идя по пути Сантьяго с рюкзаком, где-то уже под конец своего пути, который занял 10 дней, я прошла 220 километров из порту в Сантьяго-де-Компостела по побережью Атлантического океана. И путь Сантьяго — это вообще духовный путь. Изначально этот маршрут, и не только этот маршрут, у пути Сантьяго есть несколько маршрутов, есть маршрут из Испании, есть из Франции, есть из Австрии. Это были паломнические маршруты, то есть религиозного характера. Паломники, монахи шли в Сантьяго-де-Компостела, где хранятся мощи святого Иакова. Но сейчас, в наши дни, это также популярный такой пеший маршрут среди туристов, среди людей духовных, так скажем, тоже не люблю это слово. Я проходила этот путь, потому что меня просто меня позвала туда моя душа. Во время пандемии я просто почувствовала, что мне необходимо пройти путь Сантьяго, что я даже не то, что необходимо, что я очень хочу пойти путем Сантьяго по португальскому побережью Атлантики. И, собственно, из этого родился мой переезд в Португалию, но это совсем другая история. Так вот, я не ставила перед собой задачу какую-то глобальную, что что-то должно во время этого исторически очень духовного и магического пути со мной произойти. Я просто чувствовала, что я очень хочу его пройти. Я горела этой идеей, это была моя мечта, к которой я готовилась всю пандемию.
и последующие 1,5 года жизни уже в Португалии, в Порту. И когда я проходила этот путь, я, опять-таки, никак не форсировала ничего от себя, не ждала, ничего специально не делала. Просто в какой-то момент, переставляя одну ногу за другой, ставя одну ногу перед другой, с тяжелым рюкзаком за плечами, я вдруг поймала смысл этой фразы. Я боюсь, что мои слова сейчас никак не передадут этот смысл, но я попробую. Я здесь для того, чтобы облекать свой опыт в простые слова, в надежде, что это и вам принесет какую-то пользу. Так вот, я поняла, что в чем смысл фразы «я есть то, что я есть». «Я есть то, что я есть» означает, что я есть факт самого своего существования. Я есть, и этого достаточно. Мне не нужно быть никем конкретно, чтобы иметь право на существование. Мне не нужно никому ничего доказывать, и мне не нужно даже самой себе, и в первую очередь самой себе, объяснять, кто я, что я есть. Я есть, и точка. И я реально много лет, больше 20 лет шла к этому осознанию. Оно оказалось гениально простым. И это и есть просветление, осознать, что я есть то, что я есть. Оно редко когда происходит в одночасье. Чаще всего бывает так, что это серия маленьких событий, серия вот таких вот маленьких осознаний, которые щелкают в твоей голове, и они приводят к пониманию того, что нет никакой внешней силы. Весь поиск, который ты производил, проснувшись, пробудившись, рано или поздно приводит тебя по спирали, по кругу, обратно внутрь себя самого. И здесь ты понимаешь, что Бог — это ты, так же, как и каждый другой человек — это Бог. Но твой Бог — это ты. Я есть, и этого достаточно. То есть осознание, просветление — это момент, когда ты приходишь к полному, безусловному принятию себя и всех своих частей. Это момент, когда ты перестаешь стремиться к совершенству. Тебе больше не нужно работать над собой, исцелять карму, проходить расстановки, общаться с психотерапевтом, принимать таблетки, развивать свою духовность, медитировать. Ты есть, и этого достаточно. Вот это и есть просветление. Над осознанием невозможно работать. Его никак нельзя ускорить, его нельзя форсировать. Нет тех, кто что-то делает лучше или правильнее, а кто-то идет неправильным путем к осознанию. Духовность, кстати говоря, это только один из многих путей к осознанию, к просветлению. Есть еще путь искусства, есть путь любви, есть путь простой жизни, но это опять-таки я сейчас перечисляю какие-то пути, и это уже неправильно, это уже категоризация из человеческой логики, попытка найти способ. Нет способа просветлиться, есть лишь желание, есть лишь понимание неизбежности этого и позволение. Если бы я сегодня могла вернуться назад и дать себе какой-то совет, как мне прийти к осознанию, я бы твердила себе: просто позволь. Я знаю, насколько это неэффективно, насколько это трудно слышать, и как это для человеческой логики непонятно и даже неприятно, потому что, будучи людьми, мы хотим действовать. Если мы чего-то хотим, то мы хотим простроить к этому путь.
Мы хотим, чтобы нам дали какую-то практику, мы хотим дисциплины, мы хотим целеполагания и достижения этой цели. Так вот, просветление сознания, оно не может быть целью. Его можно просто позволить и знать, что оно неизбежно. Мы здесь сегодня, на этой планете, в это самое время, не случайно, души стоят сейчас в очереди, чтобы оказаться в это время на Земле, потому что знают, что это время, когда происходит массовое просветление человечества. И если ты сегодня, когда бы ни было твое сегодня, смотришь это видео, это означает, что ты на этом пути, и ты либо уже просветлен или просветлена, либо ты находишься в процессе этого. И единственный лайфхак, который я могла бы дать сегодня, это позволь это, потому что это неизбежно с тобой произойдет. Что дальше? Дальше жизнь. Еще ни у кого нет опыта жизни в человеческом теле в качестве просветленного мастера. За нами наблюдают весь космос, все галактики, все цивилизации, если вы в них верите, все ангельские сущности и вознесенные мастера, все наблюдают за нами, потому что мы пионеры, мы те первые люди, те первые воплощенные мастера, которые получат этот опыт. Что такое быть в человеческом теле и полностью осознанным? Что такое осознанно любить? Что такое осознанно испытывать все телесные, физические ощущения? Что такое создавать, будучи осознанным мастером? Блин, это бесконечно интересно, и это еще одно, что я хотела бы сегодня передать. Путь после пробуждения, он очень часто непростой, он одинокий, он болезненный, он непонятный. Все меняется в твоей жизни. Уходят люди, отваливаются работы, тело не понимает, что с ним происходит, оно болит, оно переживает огромную трансформацию, ты постоянно чувствуешь усталость. И тебе просто хочется сойти с этой планеты, но то, как ты начинаешь чувствовать себя потом, та страсть, то вдохновение, тот интерес и, самое главное, та легкость, с которой происходит жизнь после осознания, она того стоит на 1000%.